Эта карта не должна существовать. Ее нарисовали в 1513 году, но на ней есть континент, который человечество официально откроет только через 300 лет. И самое странное, он изображен без льда. Откуда мореплаватель XVI века мог знать то, что скрыто под километрами льда и будет открыто только спустя века? В 1929 году в Стамбуле нашли фрагмент древней карты, нарисованной на коже газели. Подпись принадлежала османскому адмиралу Пири Рейсу, 1513 год. Карта выглядела удивительно точно. Европа, Африка, Южная Америка. Но затем исследователи заметили странное. Внизу земля, которая не должна была там быть. Многие решили, это Антарктида. Проблема в том, что Антарктиду официально откроют только в 1820 году. И еще более странно, на карте она выглядит без ледяного покрова. Если это действительно Антарктида, то она показана такой, какой была тысячи лет назад. Но возникает вопрос, как это возможно в XVI веке? Сторонники альтернативной истории утверждают, Пири Рейс не создавал карту сам, он якобы использовал более древние источники, возможно, даже утраченные цивилизации. Сам адмирал писал, что работал с примерно 20 картами, включая материалы времен Колумба. И отсюда родилась главная теория. Знания о всей Земле существовали задолго до официальных открытий. Но у этой версии есть серьезные проблемы. Во-первых, на карте нет точного пролива Дрейка. Во-вторых, область Антарктиды описана как теплая, с животными вроде змей, а это полностью противоречит реальности. И значит, вопрос становится еще интереснее. Мы видим тайну или ошибку? Большинство историков считают, никакой Антарктиды здесь нет. Это искаженное побережье Южной Америки, загнутое и деформированное под стиль средневековой картографии. В XVI веке карты не были географически точными, они были компиляциями. Моряки, торговцы, экспедиции, каждый добавлял куски информации. Пири Рейс просто собрал огромный массив данных из разных культур – арабских, греческих, португальских и генуэзских источников. И вот здесь исчезает главная мистика, потому что настоящая тайна не в том, что он угадал Антарктиду, а в другом. Как в XVI веке у человечества уже была настолько сложная сеть знаний, что можно было собрать почти глобальную карту мира. Карта Пири Рейса – это не доказательство древних цивилизаций или пришельцев, это доказательство другого. Мы недооцениваем уровень знаний прошлого. И иногда загадка истории – это не тайна, а просто забытая сложность человеческого мира. В 1999 году в Башкирии нашли каменную плиту, которая, по словам ученых, показывает Землю в 3D-съемке с воздуха. Но есть проблема. Этой плите может быть более 100 миллионов лет. И если это правда, историю человечества придется переписать полностью. Башкирия. Конец 90-х. Тихая находка, которая сначала не вызвала особого интереса. Каменная плита, странная поверхность. Но один человек увидел в ней нечто невозможное. Профессор Александр Чувыров заявляет, это не просто камень, это карта. Но необычная карта. На поверхности горы, реки и сложная сеть каналов, плотин, гидросистем. И все это выглядит так, как будто снято с воздуха, с высоты, с орбиты. Возникает главный вопрос. Как люди могли создать такую детализацию, если даже современная аэрофотосъемка появилась недавно? Ответ Чувырова шокирует. Это могла быть карта, сделанная с космоса. А дальше еще страннее. Анализ породы показывает возраст – десятки, а возможно сотни миллионов лет. Внутри камня находят окаменелости разных эпох, и появляется безумная гипотеза. До динозавров на Земле могла существовать высоко развитая цивилизация. Сенсация разлетается по миру. Появляется легенда.
Это лишь один фрагмент из гигантской системы карт, целой древней модели Земли. И тут же рождается классический сюжет. Это скрывают, это убрали из науки, это исчезло. Но дальше начинается то, что обычно не попадает в легенды. Нет ни одной научной публикации в рецензируемых журналах. Российская академия наук не подтверждает ни возраст, ни происхождение, а независимые геологи находят другое объяснение. Форма рельефа на плите совпадает с природным явлением – септарией. Это процесс, при котором глина трескается, а трещины заполняются минералами, и узоры начинают выглядеть как карты, как города, как технологии. Даже если камень миллионы лет, это не значит, что рисунок на нем такой же древний. Камень может быть древним, но карта нет. Так что же это было? Артефакт древней цивилизации или просто игра природы, которую мы приняли за послание из прошлого? И самый неудобный вопрос – почему мы так легко верим в то, что хочется, и так трудно в то, что скучно, но реально? Чандарская плита стала легендой не потому, что показала тайну, а потому, что показала кое-что другое. Как легко рождаются мифы там, где заканчиваются факты. Если вы тоже считаете, что наша история куда интереснее, чем написано в учебниках, и хотите научиться отличать реальные тайны от фейков, подписывайтесь на наш канал. Вместе мы продолжим копать и докопаемся до истины, какой бы неудобной она ни была. Что если энергия, за которую ты платишь всю жизнь, могла быть бесплатной? И ее уже однажды почти сделали доступной всему миру. Но этого не произошло. В начале 20 века появился человек, который обещал перевернуть саму основу цивилизации – Никола Тесла. Он говорил о мире, где электричество не нужно передавать по проводам, где энергия просто есть вокруг нас, как воздух. И одна конструкция должна была это доказать. Башня Ворденклифф. Идея была безумной даже по меркам гениев – передавать энергию через Землю и атмосферу на любые расстояния без проводов. Мир без счетов за электричество, без электростанций, без зависимости от топлива. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. И здесь история начинает ломаться. Главный инвестор проекта, Джон Пирпонт Морган, один из самых влиятельных банкиров своего времени, он финансировал проект, пока не задал один вопрос: «Как я буду на этом зарабатывать?» Ответа не было, и деньги начали заканчиваться. Позже родилась легенда. Проект закрыли не потому, что он был невыгоден, а потому, что он был опасен. Говорят, если энергия станет бесплатной, исчезнут целые индустрии – нефть, электрические монополии, контроль. Башню разобрали. Проект исчез, а архивы Тесла после его смерти действительно были изъяты. Но правда ли это или просто красивая история? Проблема в другом. Физика не поддерживает эту мечту. Энергия не передается бесплатно. Она рассеивается, и чем дальше ты пытаешься ее отправить, тем больше ты теряешь по пути. Это как пытаться крикнуть через весь континент и ждать, что тебя услышат без искажений. Чтобы зажечь одну лампочку на другом конце планеты, нужно было бы потратить энергию целой электростанции, и при этом почти все просто уйдет в потери. И это не единственная попытка. В мире вновь поверили в чудо. В 1989 году Мартин Флейшман и Стэнли Понс заявили, что добились холодного ядерного синтеза. Энергия из воды. Почти бесплатно, почти бесконечно. Но повторить результат не смог почти никто. И вместо революции пришла тишина. История свободной энергии всегда повторяется одинаково. Сначала надежда, потом сенсация, потом физика. И каждый раз реальность оказывается жестче мечты. Но главный вопрос не в этом. Почему мы так отчаянно хотим верить, что кто-то скрывает от нас идеальный мир? Потому что правда куда сложнее.
Если бы бесплатная энергия была возможна, мы бы уже жили в этом мире. И, возможно, самое неудобное объяснение – ее не скрывают. Ее просто не существует. История свободной энергии – это история великой мечты, которая раз за разом разбивается о скалы физики и экономики. Тайна здесь не в том, что от нас скрывают рабочую технологию. Тайна в том, почему мы так отчаянно хотим в это верить. Наверное, потому что идея о том, что процветание доступно всем, а его просто от нас прячут, дает больше надежды, чем признание того, что наш мир живет по сложным и не всегда справедливым законам. Что если я скажу вам, что после Второй мировой войны американские пилоты действительно видели нацистские летающие тарелки? И это не легенда из интернета. Это засекреченные отчеты. 1947 год. США. Пилоты сообщают о странных объектах. Идеальные диски, мгновенные ускорения, исчезновение без следа. Официально ошибка наблюдения. Но есть проблема. Эти сообщения появляются по всему миру одновременно. И тут появляется теория, самая странная из всех. Говорят, это не НЛО, это нацистские экспериментальные аппараты. Проектов у него несколько названий – Вирл, Хауснейбу, Хаунебу. Но самое безумное начинается дальше. По легенде, немецкие инженеры якобы создали двигатель, который не использует привычную тягу, не в винты, не реактивную силу, а вихревую физику. И здесь всплывает имя – Виктор Шаубергер. Человек, который действительно работал с нестандартными гидродинамическими идеями. Но вот странность. Ни одного рабочего диска, ни одного подтвержденного полета, только рисунки и послевоенные реконструкции. Так откуда взялась вся эта история? И тут история делает резкий поворот. 1938 год. Нацистская Германия отправляет экспедицию в Антарктиду. Название «Новая Швабия». Официально китобойный интерес, но конспирологи утверждают другое. Они искали место для базы подо льдом. И вот здесь появляется база 211. По легенде, подземные туннели, секретные лаборатории, эвакуация элиты Третьего Рейха и даже производство летающих дисков. Но есть проблема – логистика, физика, история. Поддерживать такую базу в Антарктиде в 1942-м было бы почти невозможно. Нет топлива, нет поставок, нет доказательств. И все же миф не умирает. Почему? Потому что появляется еще одна странная деталь. Операция High Jump США в Антарктиде 1946-1947 год. И конспирологи утверждают, это была не экспедиция, а военная операция против нацистской базы. Но официальные архивы говорят другое. Это была научная и военная миссия, без боев, без потерь от летающих дисков. Но интернету этого мало. Вот где правда становится интереснее мифа. Да, Германия создавала передовые технологии, ракеты, реактивные самолеты, вертикальные эксперименты, но летающие тарелки уровня фантастики нет доказательств. Самое интересное не в том, были ли эти диски, а в том, почему мы так легко в них верим. Потому что мифы делают прошлое проще, где зло умное, технологичное и почти фантастическое. Но реальность куда жестче и куда менее кинематографична. И, возможно, главный вопрос не в том, создавали ли нацисты летающие тарелки, а в том, почему мы все еще хотим в это верить. Карта древнего адмирала, мифическая плита, несбыточная мечта о свободной энергии и вымышленное чудо-оружие. Что объединяет эти истории? Они показывают, что главная тайна не в правительственных хранилищах, а в нас самих.
Теории заговора дают простые и соблазнительные ответы на сложные вопросы, но правда, хоть и требует усилий для понимания, часто оказывается куда интереснее любой выдумки. А что вы думаете? Напишите в комментариях.